во блаженном успении вечный покой подашь ты, Господи, вождям и воинам на поле брани за веру и Отечество, жизнь свою положившим, и сотворим вечную память. Дорогие военнослужащие, братья, ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, день, который мы отмечаем каждый год, он ведь связан с трагическими событиями. Но мы отмечаем его не столько со скорбью, сколько с гордостью и радостью. Да, конечно, миллионы и миллионы жизней были положены за то, чтобы наша страна осталась свободной, независимой, чтобы ее не топтал башмак чужеземного захватчика. Конечно, скорбь тоже присутствует, особенно в памяти тех людей, которые потеряли родных, близких, те, кто погиб на фронтах войны, те, кто погиб во время Ленинградской блокады, и тех, кто оказался в плену у врага, а потом тоже погиб. О всех об этих сегодня мы скорбим, но эта скорбь перекрывается радостью от осознания того, что народ наш сумел победить врага, которого не могла победить вся объединенная Европа. Вот эта память о героизме, о мужестве наших воинов, защитников Отечества, должна и сегодня всех нас вдохновлять и формировать глубочайшие патриотические убеждения, укреплять любовь к Родине, у военнослужащих обострять чувство ответственности за безопасность, за свободу своего народа и своей страны, у нашего духовенства обострять ответственность и за то, чтобы в сердцах людей сохранялась как вера в Бога, так и любовь к своему земному Отечеству. Вот эта двуединая заповедь, заповедь о любви к Богу и к ближним, а через это и к Отечеству своему, является самой важной заповедью христианства. Любви ближнего своего, как самого себя. Вспоминая события, уже отдаленные от нас, мы не можем не молиться о погибших, не можем не радоваться величайшему деянию, которое совершил наш народ, защитив страну свою, да и весь мир от страшного ига фашизма. Пусть Господь хранит Россию, укрепляет ее независимость, дает ей силы и возможность обеспечивать свою свободу, и что самое главное, молиться нужно о том, чтобы никогда не пресекала в сердцах наших людей, особенно нашей молодежи, беззаветная любовь и преданность своей стране. Преданность своей стране означает и память о тех, кто жизнь свою положил за Отечество. Всех вас поздравляю с этим днем, потому что, несмотря на скорбные воспоминания, связанные с этим днем, мы не разделяем этот день, не отделяем его от Дня Победы, потому что начавшиеся испытания в этот день завершились великой исторической победой нашего народа. Да хранит Господь Россию, ее вооруженные силы, власти и весь наш народ. Поздравляю вас с этим памятным днем.
Дорогие владыки, матушки, игумени, отцы, братья, всех вас поздравляю с этим знаменательным днем. Еще раз хочу сказать, что, о чем уже сказал, день вообще-то трагический в нашем календаре, но скорбь обернулась славой и радостью, потому что победа, которую принес миру наш народ, она, конечно, стоила многих жизней. Но без этой победы сегодня мы с вами не стояли на этом месте. И неизвестно, существовала ли бы наша церковь. И неизвестно, могли бы мы молиться в наших храмах. Да и многое неизвестно. Поэтому та война, которая проходила как бы совсем в другом контексте, несомненно имела и вот это скрытое, но реальное измерение. По крайней мере, верующие люди это осознавали. Что борется не просто с политическим противником Советского Союза, а борется с силой, которая имела своей целью уничтожение народа нашего и, конечно, веры нашей и всего того, что с нашей исторической жизнью было связано. Мы вспоминаем, конечно, тех, кто погиб, просим Господа о принятии их душ в небесные обители и одновременно еще раз, конечно, задумываемся о той важной роли, которая возложена на наши вооруженные силы. Хотел бы подчеркнуть то, что сегодня очень тесные существует взаимодействие между Русской Православной Церковью и вооруженными силами Российской Федерации. И мы видим обоюдную пользу от этого взаимодействия. Духовенство наше обогащается пасторским опытом, ну а воины, как находящиеся в мирных условиях, так и особенно те, кто рискует своей жизнью, в вере православной, в общении со священником, находят необходимые силы для того, чтобы мужественно, честно совершать свой долг. Да помогает всем нам Господь, каждому на своем месте, трудиться во благо Церкви и Отечества нашего. Поздравляю всех вас с сегодняшним днем.